Странные предметы, которые делают над Васильками. Кто делает эти Васильки? Есть ли в них какое-то послание? И если да, то можем ли мы понять, что это такое? Для одних, несомненно, это внеземные проявления, для других – энергия, пришедшая из других измерений, а для самых сомневающихся – творение человека. Почему же тогда эти пшеничные цветы такие особенные и такие загадочные? Но что скрывается за завесой и в чем тайна злаковых кровей? Попробуем выяснить это сегодня вместе в новом эпизоде «Скрытой реальности». Поклонитесь и спасибо, что вы снова с нами. Каждый год на протяжении более полувека на пшеничных полях фермеров в одночасье появляются загадочные гигантские следы. Одни называют их кругами, другие – агроглифами, третьи – кругами на полях. Независимо от названия, их тысячи по всей планете. Загадочные образования. Чаще всего их можно увидеть в Уилтшире на юго-западе Англии. Дизайн этих кругов на полях варьируется от простого до сложного и включает в себя такие формы, как кровь, звезды и другие геометрические фигуры, а также пиктограммы, значение которых остается неизвестным. В 1966 году Джордж Пэдли работал на своей ферме в австралийском штате Квинсленд, когда услышал странный жужжащий звук. Заинтересовавшись, он слез с трактора и пошел в сторону шума. К своему изумлению он увидел круглый корабль, медленно поднимающийся из болотистой местности менее чем в 15 метрах от того места, где он стоял. Орден выстрелил прямо в небо и исчез. Когда Джордж исследовал место, он обнаружил большой кратер, вырванный из болота и сплющенный в диск. Скопления пародий шириной 9 метров и толщиной полметра располагались в виде вихря, направленного по часовой стрелке. Местные жители назвали это странное образование гнездом НЛО, но на самом деле это был круги на полях. Эти образования на пшеничных полях могут показаться относительно современным явлением, но исторические записи свидетельствуют о том, что они существовали здесь на протяжении многих веков. Еще в IX веке Абигард, епископ Леона во Франции, писал о языческих проповедниках, которые собирали семена из приплюснутых кругов на полях, отмечая, что они затем использовали их для ритуалов и плодородия. Чем дальше мы уходим в прошлое, тем больше проявлений мистической силы, праны, энергии ци, энергии творения, той, с помощью которой мы создаем наш мир, происходит через ритуалы с помощью нескольких вождей, жрецов, шаманов, мистиков и так далее. Чем больше мы продвигаемся к современности, тем больше начинаем понимать науку, стоящую за таинство, объяснения, которые лежат за пределами того, что мы знаем как некачественное или неизвестное. Физика вещей, говорю я, нормальный язык. Несколько веков спустя, в 1686 году, оксфордский профессор Роберт Плот описал это явление, предположив, что образования создаются вспышками света и избегаются животными.
Почему? Примерно в тот же период в памфлете под заголовком «Дьявол, который косит» рассказывалось об обнаружении фермером хорошо сформированного пшеничного, Круг приписывая его создание неземным силам, как они тогда выражались. Джон Лиланд, библиотекарь Генриха VIII, сообщал об узорах, появляющихся в траве за одну ночь, а в 1937 году британский научный журнал отметил появление кругов на ячменном поле и приложил одну из первых фотографий такого образования. К 1952 году к исследованию этих загадочных образований подключились даже ВВС Соединенных Штатов. И что еще более примечательно, в книге Еноха, найденной среди свитков Мертвого моря, говорится о молниях, оставляющих следы на Земле, что позволяет предположить, что подобные образования встречаются с самого начала нашей письменной истории. Несмотря на тысячи задокументированных случаев, только в 1996 году человеку удалось запечатлеть реальный процесс создания круга на полях, формирование круга. Джон Уэйли разбил лагерь на горе Фулчер. Что происходит дальше? Осторожно. Около 3 часов ночи что-то привлекло его внимание, и он схватил видеокамеру, готовый к съемке. Где-то здесь есть несколько огней. Ему удается заснять светящиеся шары, которые парят над полем за несколько минут до того, как снизу появляются интересные фигуры. Что могут представлять собой эти сферы? Некоторые предполагают, что эти светящиеся шары представляют собой некую форму интеллекта, земного или внеземного, который мы еще не до конца поняли. Это может быть некая технология, присланная развитой инопланетной цивилизацией с целью изучения и общения с нами. Но что они хотели нам сказать? В 1974 году команда под руководством доктора Фрэнка Дрейка и при содействии Карла Сагана передала сообщение в созвездие Геркулеса с помощью гигантского радиотелескопа Аресибо. Сообщение состояло из 1679 цифр, полученных от Войченко, и предназначалось для преобразования в изображение, раскрывающее странные аспекты цивилизации на Земле. Послание начинается с цифр от 1 до 10, чтобы дать ключ к интерпретации остальных. Ниже приведены атомные номера элементов, которые являются жизненно важными для нашей ДНК – водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора. Углерод стоит на первом месте. Чтобы показать его ведущую роль в формах жизни на Земле, также приведены сведения о ДНК, численности населения Земли на тот момент и нашей Солнечной системе. Диаграмма в нижней части. Изображен радиотелескоп Аресибо. From the great dish at Arecibo in Puerto Rico, the observatory director, Frank Drake again, beamed a message at the stars. Неясно, зачем именно они отправили это сообщение, учитывая, что, с одной стороны, ближайшая звезда, способная принять гипотетическое сообщение, находилась на расстоянии 25 тысяч световых лет, а с другой стороны, развитые внеземные цивилизации должны знать гораздо больше, чем мы. Возможно, команда, отправившая сообщение, не ожидала ответа. Но 14 августа 2001 года произошло нечто неожиданное. В поле неподалеку от Чилболтонского радиотелескопа на юге Англии появилось интересное образование. На первый взгляд оно кажется хаотичным и асимметричным, но при взгляде с воздуха оно удивительно похоже на лицо. Одно из первых на тот момент сообщений от некоторых цивилизаций о том, что происходит, на что человечеству нужно обратить внимание и даже что ждет его в будущем,
если оно не предпримет безопасных и определенных действий. Но на этом странности не закончились, и через 3 дня появилось еще одно образование, которое стало известно как ответ на сообщение Аресибо, что вызвало предположение, что оно может быть ответом на оригинальное сообщение 1974 года. Изображение напоминает сетку размером 23 на 73, как и оригинальное сообщение. Доказано ли, что это внеземная жизнь или просто совок с колесом рулетки и ощущение мертвечины? Одно можно сказать точно. Это необычные круги. Для начала прямоугольники, и один из них имеет узор, который может оказаться закодированным ответом на радиопослание, заполнившее эфир 30 лет назад. Однако этот ответ отличался интригующими чертами. Гуманоидная фигура ростом около 120 сантиметров, а численность населения составляла примерно 21 миллиард человек. Под фигурой звездная семидема в самообщении предполагала обитаемость множества планет. Год спустя появилось лицо другой формации, сопровождаемое двоичным кодом, перевод которого гласил: «Остерегайтесь носителей ложных даров и их невыполненных обещаний. Это необычное послание, особенно если вернуться к истории и посмотреть, что произошло. Много боли, но время еще есть. Верьте, что мы сможем противостоять обману». В 2004 году человек по имени Роберт Рич охотился на оленей в нескольких милях от Розуэлла, штат Нью-Мексико. Именно здесь в 1950-х годах было зафиксировано множество случаев нападения летающих тарелок. Он находит странный камень, наполовину зарытый в пыль, на котором вырезана геометрическая фигура. Роберт извлекает камень, не подозревая, что он представляет собой нечто большее, чем интересный кусок скалы, который кто-то потерял в какой-то момент. Он показал его друзьям, и вскоре стали появляться странные находки. С одной стороны, этот кусок породы сильно намагничен. С другой стороны, этот кусок породы сильно намагничен, а сама порода не встречается в этом районе. Если посмотреть на него под микроскопом, то окажется, что он очень гладкий до мельчайших деталей. Но самое интересное, что 2 августа в Англии, за 8 лет до того, как был обнаружен кусок породы из Розуэлла, появилось это образование. Узоры идеально совпадают. Возможно ли, что этот камень каким-то образом связан с кругом на полях? Одни считают, что этот рисунок представляет собой некое послание, другие – карту, а третьи, что розуэльский камень – ответ Аресибо, а все круги на полях – не более чем мистификация. Но кому и зачем понадобилось создавать столь изощренные мистификации? В 1991 году британская газета опубликовала на первой полосе статью под заголовком «Люди, которые обманули». 9 сентября 1991 года 2 пенсионера 60 лет, Даг и Дэйв, признались, что в 1978 году они начали феномен кругов на полях. Даг Боуэр сказал, что идея пришла ему в голову однажды вечером в пабе, когда он подумал, что было бы забавно обмануть людей, заставив их думать, что НЛО приземляются на пшеничных полях Южной Англии. I said, why don't we put a circular depression in this cornfield, the same as they had out in Australia? I said, the UFO Society here, which was at its height at the time, Warminster especially, I said, they will probably think that it is a UFO that had landed. Они утверждали, что все, что им нужно для создания круга на полях, это деревянная доска, веревка и скрученный кусок проволоки. Первоначально их дизайн был простым и грубым, но со временем она становилась все более и более сложной. Таким образом, загадка была разгадана, и оказалось, что круги на полях – дело рук не двух стариков, которые
которым стало скучно, они пошутили над людьми, повеселились и решили одурачить множество людей, верящих в то, что раньше существовали внеземные силы и инопланетные цивилизации. Но так ли это? На самом деле Дак и Дэйв, возможно, и создали несколько кругов на полях, но в их истории есть много дыр. Они продемонстрировали свою технику создания кругов, и результаты были не очень хорошими. Большинство реальных кругов на полях были гораздо точнее, чем их. Формы Дака и Дэйва часто не совпадали. Чем сложнее была конструкция, тем хуже и неточнее получался результат. А история о том, как они начали делать круги на полях, каждый раз менялась. В какой-то момент они сказали, что создают только определенные круги, а позже стали утверждать, что не создают, но помогают людям, которые их создают. А на вопросы о том, как они создают круги, не оставляя следов от ходьбы, они отвечали, что прыгают на шпорах. Мир. На сайте сегодняшний день более 1500 подобных образований были замечены в более чем 23 странах. Возможно, Даг Бауэр и Дэйв Чорли создали некоторые виды кругов на полях, но точно не все. Просто их история как-то не вяжется с реальностью и больше похожа на эксперимент. По подавлению реальной истории и реального послания этих космических проявлений. Существует ли научный способ определить, являются ли круги на полях мистификаций созданы людьми или они реальны? К счастью, есть. Несмотря на то, что подавляющее большинство образований в кругах на полях рукотворные, некоторые из них достаточно достоверны и хорошо заметны, чтобы мы не могли их сделать, а распознать их в наши дни не так уж и сложно. Исследователи говорят, что, чтобы обнаружить поддельные образования, нам нужно посмотреть на сами растения. Искусственные круги на полях, созданные путем придавливания стеблей пшеницы досками, разрушительны для растений. Часто на стеблях появляются трещины и синяки, а на земле раздавленные растения выглядят так, будто они бессистемно разбросаны. Но настоящие круги на полях выглядят совсем не так. Кажется, что они сделаны с нежностью, изяществом, и часто стебли вместо синяков оплетены. В настоящих кругах на полях большинство растений не повреждаются и продолжают расти горизонтально, а через несколько дней возвращаются в вертикальное положение. Для сравнения, кучка неуклюжих людей с деревянными досками на такое не способна. Чтобы доказать это утверждение, была предпринята попытка воссоздать кругообразование группы людей. С воздуха форма выглядит довольно хорошо, но на Земле рукотворная версия разрушается, а растения сильно повреждаются. Эти круги, появившиеся в 2003 году, вызывают еще большее недоумение. В некоторых частях конструкции растения не полностью сплющены, а согнуты в нескольких дюймах от вершины. Чего уж точно не сделаешь с помощью досок и веревки. Еще один ключ к разгадке того, существует ли круг, можно увидеть в конце лета, когда пшеница становится золотой, колосья становятся жесткими и тяжелыми, изгибаются от веса, и их почти невозможно выпрямить обратно. Но, как ни странно, у пшеницы в кругах колосья стоят вертикально и не сгибаются. Чем это можно объяснить? Некоторые исследователи говорят, что это результат радиации, которая, вероятно, использовалась для создания этих красивых форм. Если присмотреться, то можно увидеть, что стебли пшеницы разделены небольшими узелками, напоминающими коки на наших пальцах. В 1990-х годах биофизик Уильям Левингуд начал анализировать растения, взятые из кругов на полях. Его команда обнаружила, что узелки в кругах пшеницы были вытянуты и во многих случаях разорваны.
Он утверждает, что это можно воспроизвести только с помощью мощного и целенаправленного микроволнового излучения. Микроволновая энергия нагревает водные узелки в стебле пшеницы. Вода превращается в пар, а затем они трескаются. Эти энергии очень сложны. Но у нас есть некоторые представления о том, что из них образуется. Поэтому они приходят к выводу, что это не то, что можно подделать. Интересно, что люди, которые утверждают, что были свидетелями формирования кругов на полях, рассказывают, что видели дымку или что-то вроде облака, нечеткие изображения вокруг самого круга на полях сразу после его формирования. Вполне вероятно, что эта дымка всего лишь пар, исходящий от растений, которые были нагреты микроволновым излучением. Но исследуя растения из кругов на полях, Уильям Левингуд обнаружил кое-что еще. Семена пшеницы из подлинных кругов на полях резко ускоряют свой рост по сравнению с семенами из других кругов на полях, сделанных людьми. Благодаря воздействию на семена короткого контролируемого излучения, они начинают расти быстрее, чем семена, не подвергшиеся облучению. Другой эксперимент показал, что пшеница, собранная в круге, содержит гораздо больше белка, чем пшеница за пределами круга. Какая бы энергия ни использовалась для создания кругов на полях, ее следы остаются в районе самого круга. Например, некоторые колосья пшеницы покрыты пылью из микроскопических сфер намагниченного железа, в частности метеоритного железа. Исследователи называют это Уникально то, что магнитный материал находится на плантации в мертвом виде и находится на плантации. Это самый первый керамид, как будто из метеорита. Это потрясающе. Такие сферы обычно встречаются по периметру образования и распределены линейно. Чтобы получить такие идеальные сферы, они должны были быть расплавлены и образованы в высокоэнергетическом магнитном. Когда человек находится внутри круга культуры, согласно рассказам, с которыми мы сталкиваемся, многие подвергаются воздействию так называемого электромагнитного излучения и часто, как в районе Бермудского треугольника, камеры, часы, телефоны, электронные устройства не работают или прокручиваются. Беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами рекомендуют не приближаться к ним, и хотя скептики отрицают и принимают круги за мистификацию, реальное воздействие на растения и людей трудно отрицать. Еще один феномен, который озадачил исследователей, заключается в том, что часто после того, как живая изгородь была скошена, а поле вспахано, узоры и формы образования остаются видимыми иногда в течение 2 лет. Но как такое возможно? На этот вопрос до сих пор нет конкретного объяснения. Один из самых известных кругов на полях появился 7 июля недалеко от Стоунхенджа. Он называется «Сюрприз Стоунхенджа» и считается одним из самых сложных и впечатляющих кругов на полях, которые когда-либо видели. Интересно то, что вокруг Стоунхенджа постоянно находятся охранники и туристы. Невозможно, чтобы кто-то пробрался сюда и начал создавать эти фигуры в пшенице, оставшись незамеченным. Это абсурд. Еще одна примечательная вещь – дизайн, который представляет собой своего рода фрактал. Как известно, это визуальное представление сложных математических формул, которые повторяются в разных масштабах. Часть содержит целое, а целое содержится в части. Поскольку каждая часть объекта похожа или идентична целому по форме, а и с точки зрения организации.
Возможно ли, что какая-либо из этих сущностей служит средством специфической внеземной коммуникации, в частности, через эти частотные порталы, как мы их называем? Если все есть энергия и все работает на разных частотах, то это разные формы энергии, вибрирующие на непонятных для нас частотах, но это далеко не означает, что они не имеют своей функции или не передают и не принимают информацию своим собственным, аутентичным способом. Исследователи кругов на полях утверждают, что доказательства этого можно найти, изучив передовые астрономические, научные и математические уравнения, зашифрованные в некоторых из этих образований. Если круги на полях – это попытка общения, то они очевидно используют математические понятия, и это вполне логично. Математика – универсальный язык. На протяжении многих веков человеческие ученые пытались найти разумную жизнь во Вселенной с помощью математики. Еще в 100 году знаменитый немецкий математик Карл Гаусс предложил посадить в сибирском лесу деревья, таким образом, чтобы получилась пифагорейская теорема. Если люди пришли к такому выводу, то, вероятно, будет правильным предположить, что к этому пришли и другие формы разумной жизни. Возможно, они уже опробовали подобный метод. Многие известные образования в виде кругов на полях основаны на фрактальных схемах, таких как множество Мандельброда и множество Жулия, которое представляет собой спираль в Стоунхендже. Еще одна формация представляет собой математическую константу π с точностью до 10 знаков после запятой. Геометрические дуги используются в качестве мишени для кодирования цифр числа π, а маленькие круги обозначают десятичную точку. Дэвид Уилкок, другой исследователь, отмечает, что многие круги на полях содержат сложные геометрические узоры, такие как тетраэдры, кубы и октаэдры. Ведущие ученые предполагают, что эти геометрические фигуры могут быть ключом к пониманию высших измерений. Как будто эти образования оставляют за собой след, призванный направить человечество к более высокому уровню понимания или, возможно, даже к следующему уровню нашей эволюции как планеты. Но мы снова приходим к вопросам, которые были заданы в самом начале. Если круги на полях – это маркеры, назовем ли мы их табличками, масштабными, напоминания, кричащие, возможность привлечь наше внимание, кричащие беззвучно, сигналы, которые мы не можем услышать, что это такое, что они пытаются нам сказать, какое послание там зашифровано, готовы ли мы на самом деле раскрыть эти послания, готовы ли мы получить эту информацию, готовы ли мы к тому, что произойдет или может произойти. Что если мы узнаем, что означают круги на полях по всему миру? Какую историю вы расскажете? Предлагают ли они объяснение космических путешествий? Может быть, это чертежи инновационных машин, использующих свободную энергию? И заметьте, чем дальше мы уходим в это будущее, о котором мы все говорим, тем больше эти термины и вопросы, которые я задал минуту назад, кажутся все менее и менее фантастичными. Давайте вернемся на 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад, чтобы задать эти вопросы. В период между 1997 и 2009 годами появилось более 5 кругов на полях, на которых изображены сложные схемы закрученных вихрей, представляющих собой вид сбоку и сверху на магнитное поле. Также появляются круги на полях, на которых изображены подробные чертежи магнитных двигателей. Что это может означать? Уже в XIX веке в книге Олега Бартоломео о кругах на полях, предвестниках мировых перемен, обсуждается идея о том, что круги на полях могут быть посланы нечеловеческим разумом. Бартоломео задается вопросом: если круги на полях — это посланники, то что они пытаются передать? В книге британского историка и известного экстрасенса Изабель Кингстон
Утверждается, что круги на полях могут содержать чертеж новой формы энергии, которая однажды будет разгадана учеными, но ее время еще не пришло. В новое время это может показаться надуманным, но после десятилетий появления в кругах на полях все более сложных математических моделей и электромагнитных диаграмм, многие теперь верят, что Бартоломео и Кингстон, возможно, были правы, и что круги на полях представляют собой чертежи новой футуристической технологии, призванной помочь людям перейти на следующий уровень своего существования. А информация, скрытая в диаграммах магнитных полей и двигателей, может быть секретом новой формы безграничной энергии. На самом деле этим было, например, в Древнем Египте, и они использовали ее, и что-то осталось закодированным таким образом, чтобы однажды, когда придет время, когда человечество будет готово снова нести эту ответственность, только в несколько ином направлении, чем, например, судьба Атлантиды, тогда оно получит возможность, по крайней мере, получить эти дары, чтобы использовать их по-новому. И я думаю, это мое мнение. Я никого с этим мнением не связываю, что эти технологии существуют и никогда нас не покидали. То, что они не являются общественным достоянием и им не уделяется внимания и значения, мы можем подумать, почему это так. Но дело не в этом, а в том, что мы на самом деле не открываем ничего нового, не придумываем новаторских идей. Мы подключены к информационному полю, одному источнику. Вся информация хранится в одном месте. Тот факт, что она клубится, смещается, трансформируется, перетекает из одной реальности в другую, появляется в разных формах, не меняет содержание и сути этой информации. И если сейчас наступило время, когда это действительно будет наиболее полезно и лучше для всех, то верьте в это. Она уже появится и станет массовым. Это станет модным, если хотите, как бы странно ни звучало это слово, но все зависит от нас, потому что многое может ждать нас по ту сторону двери, но помните, что это не единственная дверь. Точно так же многое может ждать нас за другой дверью. И как мы уже говорили в новом шоу о параллельных реальностях, на ближайшие несколько лет выбирайте мудро, выбирайте твердо, выбирайте с ясным умом, потому что ваш выбор сегодня определяет то, что все будут переживать мудро. По крайней мере, только с 2008 года итальянский изобретатель по имени Умберто Бальдо использовал круги на полях как источник вдохновения и план для изобретения, которое, по его мнению, обеспечит именно такую неограниченную свободную энергию. Бальдо утверждает, что круги на полях – это лучшая копия послания, потому что через изображение можно передать гораздо больше информации, чем словами, особенно если послание адресовано кому-то, кто не говорит на нашем языке. И какое же послание передают эти круги на полях? Очень простое. По словам Бальдо, к 2008 году я понял, что абсолютно возможно генерировать свободную энергию для всей планеты. Теперь я столкнулся с воздухом. Che non era assolutamente possibile bruciare il pianeta, inquinarlo. Работа Бальдо привела его к экспериментам с магнитными двигателями и системами центробежных сил. Он осваивает неизведанные территории и работает против общепринятой мудрости и властного статус-кво, не говоря уже о законах термодинамики. Он демонстрирует сложные системы, основанные на схемах, взятых из кругов на полях, в которых используется центробежная сила. Он утверждает, что создал модель, которая продолжает набирать скорость даже после выключения двигателя, то есть не имеет предела энергии. По его собственным словам, ключ к пониманию по сути один – центробежная сила. Просто в этом. Но Умберто Бальдо далеко не единственный, кто работает над чем-то подобным. По всему миру ученые и изобретатели работают со сложными диаграммами, которые можно увидеть в кругах на полях, в поисках свободной энергии, футуристического транспорта и инновационных технологий.
Конечно, многие вопросы все еще остаются. Зачем, если существует такой, казалось бы, невероятный потенциал? Послания, содержащиеся в кругах на полях, остаются без внимания. Не говоря уже о том, что сами круги на полях часто представляются в СМИ как мошенничество. Что ж, если мы посмотрим, кто больше всего потеряет, вновь открыв бесконечный источник неограниченной бесплатной энергии, мы сможем дать себе ответ, пусть и небольшой, потому что этот феномен не получает достаточного внимания со стороны общественности, так сказать, и похоронен где-то в глубинке. Нефтегазовые компании и промышленные гиганты, контролирующие мировую экономику, наверняка не обрадуются таким новым открытиям, как остановка разработок Теслы. Но оставим экономику в стороне. Важно то, что если наука согласна с тем, что некоторые круги на полях не могут быть объяснены никакими земными явлениями, то откуда они взялись? Пришло время начать и научиться мыслить. За пределами представления о нашей планете Земля межзвездного пространства. И если это действительно внеземные послания, то что они пытались нам сказать? Что они зашифровали в них такого важного, что сегодня стоит как важный маркер, как важный подарок, тайный дар, который ждет, чтобы его открыли. Тайны кругов на полях продолжают интриговать нас и будут продолжать в ближайшие годы. А вы, если у вас есть такая возможность, можете, конечно, опубликовать ниже в комментариях интересные истории и известные вам знания, связанные с кругами на полях. Я кланяюсь и благодарю вас за то, что вы остались с нами и этим эпизодом скрытой реальности до конца. Я чрезвычайно благодарен вам, друзья, это нечто чрезвычайно важное. Я очень счастлив, что у меня есть возможность заниматься тем, чем я занимаюсь. Есть так много людей, которые получают возможность испытать все это каждую неделю вместе со сменой людей вокруг меня. Будьте очень здоровы, сохраняйте свой разум, предлагайте в описании новые темы, новые вещи, на которые вы хотите, чтобы мы посмотрели, новые форматы, новые идеи. Давайте не будем себя ограничивать. Скрытая реальность – прекрасный формат, но это не значит, что, как и любая другая вещь, он не имеет возможности трансформироваться или адаптироваться к определенной среде и направлению. Спасибо за поклон.